Так, друзья мои, доброе утро. Понедельник, 15 число у нас сегодня. И едем мы в Эрмелу, 120 километров. С 15 без 10:06. Мы уже стартуем. Отдохнули хорошо. Короче, все в порядке. Это радует. О, надо же закончить рейстинг. Финиш. Я пошел на открытие, мои воротики. Так. Что еще хочу сказать? С Андрюха говорит, по субботам поаккуратней, надо только когда приезжаешь в субботу на базу, но только когда действительно. Что-то мне там высказал какую-то фигню, что там про Баварию как-то там надо, они не в 6 начинают, они в 5 начинают. Так а что в 5, если мне только 8:36 я закончил, я могу начать только лишь в 5:36. Что, не работает этот сандвич, что ли? Ладно. Короче, я говорю, я понял. Потому что надо место беречь, не этот самый, но я специально же не ехал. Ладно, я думаю, что эту неделю не отошлю, 5,5, там все равно только час ехал, помывка была. Хотя не буду я рисковать, не хочу терять это место, очень хорошее, не надо косячить самому. Тогда будет все окей. Ладно, это все в прошлом. Просто у меня так как-то по разговорам я даже не понял, что он говорит, что он хочет. Конечно, я приехал на Баварию, они там уже стояли. А я-то закончил во сколько? Тепло, что ли, в кабине включил? Попу греет. Во сколько я закончил? 8:36. Стартанул в 5:36. Что-то там объяснять. Не хочу. Напишу 5 часов и все. 5 дней работаю. Не буду я брать. Я прям Эрику написал, что там вот мой косяк вышел в пятницу. Приехал в компанию, там этого нету на адресе этой фирмы. Поэтому пришлось ехать на основную базу. Там сказали адрес, пришлось возвращаться. На будущее. На будущее буду знать, где эта фирма. Так, ну что у нас тут? Туман, ребята. Погода, к слову, была. Сумка с собой. Замечательная. О, надо включить этот самый. На выходных была замечательная погода. Дождя не было. Жарко было только в субботу. Так, не особо я скажу, что было жарко. Но было жарковато. А теперь мы едем, 120 километров от базы. Потом в порт. Кстати, попробовал установить аппликацию, установил ее на планшете. Но дальше установки не могу пройти. Что-то он там спрашивает. Непонятно, что он там спрашивает. Что-то надо написать. А что именно, я так и не понял. Кстати, интересно, там 10-й Android стоит. Туда установился. А стоит 11-й Android не устанавливается. Ничего я не понял. Да, туман, ребята.
я вижу. А что, не горит, что ли? У меня и задний горит. Не, передний надо включить. Ну что, он так предупреждение шлет? Я же специально включил. То есть туман. Передний включил. Задний тоже включить, наверное. Ну его нафиг. Надо и противотуманками ехать. Давно что-то я в тумане не ехал. Давненько. Сегодня, кстати, надо заправиться обязательно. Уже меньше, чем полбака у меня. Говорит еще Андрей, что вот в Бельгию, где я там был, да, там надо ехать по хайвею, не по националкам. Я говорю, ну, я по националкам ехал. Он говорит, одно и то же время. Я говорю, как одно и то же время? Нифига себе, 90 километров, говорю, ехал 2 часа. Он говорит, не верю. Я говорю, ну что не верю, проедь, увидишь, блин, радар. Кольцо, радар, кольцо, светофор, блин, 70, 60. Не верит. Ну ладно, не веришь, не верь. Я говорю, ты уже просто знаешь как. Я туда первый раз поехал. И поэтому теперь я знаю, да, что такая фигня есть. А так-то откуда я мог знать? Что-то я не понял, что показывает ничего. Вспомнил, что должен был показывать, по-моему. Ничего не показывает. Вот сейчас показывает. О, hello, my friends. Жираф вылез. Вдруг. Из-под этой, блин, из тумана. Она выплывает нам навстречу наш жираф. Ну ладно, это то, что мы с Андреем поговорили, он объяснил мне такую вещь. В принципе, я могу послать 5,5 дней, да. Но вот за то, что я в пятницу там немножко накосячил, так скажем, я еще переживаю за эти блинский столбик там, что зацепил маленький. Блин, делать мне уже не было куда деваться. Это не светофор или там знак. Потому что, блин, заехать туда можно, знака там нету. А выехать оттуда, это просто, блин, нафига они так столбики поставили, я что-то так и не понял. Налево нельзя, направо нельзя, надо же головой как-то думать. Единственное, может быть, надо, типа, в таких случаях, когда там какой-нибудь мусорник заделал, какой-нибудь там еще что-то заделал, цветочек, может, надо вызывать полицию, но у меня как бы на это времени вообще никакого нет, я и так опаздываю, еще не полицию вызывать. Ладно, как будет, так будет, может, фотку пришлют. Кстати, до сих пор еще штрафа нету германского, там, где я говорил, что боковой ветер, и я там, меня как бы щелкнул. Фиг его знает. Этот говорит, один летает, что 4 недели нужно ждать. А я уже не помню, когда я там был. Фиг его знает. Когда я там был, кто помнит? Я не помню. Надо смотреть на этом самом. На канале, по видео. Ну какой плотный туман, ребята. Офигеть. Девять с половиной градусов показывает. Уже так земля нагрелась за эти дни. Ладненько. 113 до загрузки, 236 до порта. Андрей говорит, что он в прошлую неделю
13 контейнеров взял. Ладно, 12, потому что он еще работал в субботу, убрал этот самый трейлер. Ну 12, а я 10. Он говорит, сколько ты? Я говорю, тоже 13. Я так шучу, он говорит, не может быть. Я говорю, да я не знаю. Он говорит, как ты не знаешь? Я говорю, а что я должен считать еще, сколько я контейнеров взял? Как-то я не планировал себе еще это считать. Вы считаете, сколько километров проехал, сколько контейнеров взял, сколько палет, может быть, еще надо считать, загрузил. Ну нет, конечно. Хочешь считать, твое право. Не, ну я могу посчитать, ставить галочки или по этим. Я пошел, потом посмотрел, у меня получилось 10, 10. Витас идет на выгрузку, у него груженный контейнер. Я иду на загрузку с пустым контейнером. Ладно, друзья мои, едем за туманом. Ну что, 4,5 километра. Мы сейчас сделаем немножко по-хитрому. Поедем по навигатору Google Maps, потому что, по-моему, здесь было, что надо будет дальше круг делать, ходить. Андрей мне посоветовал использовать этот самый навигатор, потому что, ну, я помню, там, по-моему, в этом месте это и было, что дорога перекрыта. Съезды перекрыты, проложить. Поэтому надо будет использовать этот самый. Ну, надеюсь, здесь мы проедем по этой дороге, потому что я все время съезжал дальше, съезжал, потом разворачивался, ехал, и потом немножко по-другому ехал. Ну, посмотрим. Если я не ошибаюсь, по-моему, это здесь и было, Эрмело. Хотя эти все показывают, надо дальше еще ехать. Ну, посмотрим. Нет, вот двойка, объезд показывает, все в порядке. Я так думаю. Я надеюсь, ребят, что, плутать уже как-то надоедает по некоторым вот этим. Кёнинг. Ну там я сам виноват, там надо было просто, нормально двигаться, не выезжать оттуда, а нормально делать, и все было бы в порядке. Перепроложить. Я помню, там дальше будет закрыт съезд по той дороге, да. Здесь должно быть все в норме. Сейчас посмотрим. Сейчас они уже ведут меня все навигаторы по этой дорожке. 3,5 километра. А там получалось, что я еду, потом возвращаюсь, потом на круг, потом по националке. И т.д. и т.п. Посмотрим. Вот это, кстати, ребята, знаете, минус, конечно, всех этих пиратских навигаторов. Ну, а дорого стоит, конечно, ставить оригинальный навигатор. Либо надо покупать навигатор такой, знаете, именно навигатор, а не ставить эти программы, который типа обновляет карты, да, там, интерактивно. Тогда все будет нормально. Или сайт же купить оригинальный.
Как-то не соберусь я оплатить подписку на сайте. Вот. Надо у Витьки спросить, блин, сколько там устройств поддерживает сайтик, да, если ему не надо второе устройство, так само под его подписку все это дело сделать. Что, 60? Что надо, 60? Что-то не заметил, забазарил, заговорился. Да, 60 здесь. Получается, если я не ошибусь, сейчас будет очень быстро. Я приеду куда надо. А вот что это? Вот Эрмел не помню. Это вот то место, где в шапочках надо ходить? Или это то место, где конфетами угощают? Не, по-моему, это то место, где надо в шапочках ходить. Да я, блин, на час раньше приеду, ну посмотрим. Посмотрим, как они работают. Вдруг они работают уже. Так. Так. Там. Эрмела. Мы уже в Эрмела, до места 1 километр. Да, я думаю, это там, где вот и надо было. Все правильно я сделал. Когда уже не первый раз находишься, тогда проще. Так, летать, ехать, разворачиваться, время тратить. Сколько я тут сэкономил? В принципе, немного, 4 минуты. Но все равно приятно. Когда ты быстрее на 4 минуты, чем позже на 4 минуты. По-любому у меня время-то есть. 450 метров. Не, по-моему, это там, где надо в шапочках ходить. Я уже так, честно говоря, не помню, но мне так кажется. Очень так похоже. А может там дальняя рампа где-то была. Здесь не нарисовано, нет, это тоже не то место, там не нарисовано. Там было нарисовано, что со стальки-то до стальки-то нельзя стоять. Да, это здесь. Между домами идти, это другое место, я здесь был. Вот там между домиков надо идти, да, я здесь был. Я про это и говорил, мне это достаточно нравится. Там находится у нас этот самый. Так, ребята, загрузились. Блин, 1,5 часа грузили, больше, чем 1,5 часа. Ну, 1,5 часа, да, с документами там час 45. Причем грузить начали не в мое время. Я, короче, заехал. Мне говорят, подождать 15 минут распечатать. А Андрюха после меня зашел, ему дали бумагу, но он на другую рампу, как оказалось, поехал. Она мне говорит на 3-ю. Ну, туда, куда Андрей поехал. Вот, и
Я приезжаю туда, чудак мне говорит, а тебе не сюда, тебе на 8-ю. А на 8-ю я там был, это вот там, по этой же дороге. Заехал, блин, рампа занята. Хотя я был 8:30 уже на своей рампе, как по плану, но, короче, занят. Говорит, надо ждать. Я говорю, окей, надо так надо. Ну, что делать? Подождал, потом заехал на рампу. А вот там, где Андрей, я там тоже на 3-й грузился, там самопогрузка. А здесь нет, здесь они загрузили меня. Загружали меня. Он говорит, потому что другой адрес. Если был бы тот же адрес, как у Андрея, тогда я бы тоже там загрузился бы. А вот. Но послали вот сюда. Ну и вот. Блин, главное, загрузили, начали грузить, короче, очень как-то они хитровато что-то делали. Они начали грузить, типа, ну все в порядке. Загрузили 2 палета и все, начали другую машину грузить. Я уже пишу, Андрюха, ты где? Он уже Утрехт проехал. Вот сейчас мы посмотрим, мы выехали, сколько? 10:40. Блин, я что написал? 9:40. Блин, опять ошибся, что ли? Блин. Не, все правильно. Фу, я уже думал опять. Начинаю неделю, блин. Вот 10:40, короче, мы выехали, ребята. Так, а мне сейчас интересно, мне там эта дорога будет открыта или там объезд? Не, вроде все в порядке. Там прямо дорога закрыта. Ну да. Сейчас поедем в объезд. И на возврат. Здесь, к сожалению, закрыта дорожка, да. А вот сюда. Перепроложить. Вот сюда и туда. Вот, и короче такая фигня. Считай, а я когда Андрюхе писал где-то час назад, он уже, наверное, в порту. Я говорю, опять ты впереди меня будешь? Он смеется, блин. Ну ладно, если он впереди меня, это хорошо. Не будет, мне не надо будет, типа, гнаться, чтобы меня, типа, он догонит. Так, получил, по-моему, задание. Empty контейнер, ОМС. О, я туда же еду, где и Андрей. А то я ему говорю 2 часа. Ёпарасоте. Ну, посмотрим. 2 часа погрузка, значит 2 часа потом вернусь и потом куда-то уже поеду на ночлег. Отдыхать, так сказать. ОМС. ОМС это, по-моему, там... Ну, я знаю, где это ОМС. Там, где нас долго грузили, по-моему. Там, кажется. Так. 2 светофора. И будем потом выезжать на эту самую. На трассу. Ну так что, по настроению, ребята, нормальное настроение у меня, все в порядке. Все довольны, я тоже доволен. Надо забыть последние 2 дня на прошлой неделе, не переживать. Особенно эти столбики. Как будет, так будет. А столбик там резиновый, поставить эти где-то резиновые столбики. Да, говорит, разверни здесь. Предлагает, вот развернуться здесь. Не, может быть и можно развернуться по дальней стороне, вот где я сейчас стою, с этой полосы. Но не более того.
Зачем мне это надо? А, потом меня по кругу пустит опять направо. Ага. Да-да. Так, ну что там со светом? Мы будем 12:30. Да, со временем у нас туговато. 120 этих самых километров. Потерян сигнал GPS. Серьезно, уже потерял? Еще ехать не начали, можно сказать. Он уже потерял сигнал GPS. Нам, по-моему, не этот поворот. Через 700 метров следующий поворот наш. Еще один светофор. Потерялся GPS, потерялся. Не найдешь, не проедешь никак. Потерялся. Надо перезагрузить. Надо вообще телефон начать перезагружать, потому что уже в течение часа езды 2 раза терялся. Значит, блин, потеряется вообще полностью. Перепрокладывайся уже ты, дядя. Потому что мы не пойдем на разворот. Мы на него не пошли. Нам вот там налево надо будет. Через 450 метров. Еще не здесь. А вот на следующем повороте нам налево. Правда, правда? Даже что-то я не понял. Перепроложить? СТ. Они там закрыли дорогу, что ли, или что? Или все-таки надо было там? Блин, этот поезд GPS парит. Ну что, порт Мэждай. По заданию забыл сказать, ребята, я еду загружаться и потом на Lidl. И выгрузка завтра в 7 утра. Это очень хорошо. Если у меня сейчас быстро контейнер сбросят, поставят обратно, если я быстренько заправлюсь, и главное, если я быстро загружусь, то я очень быстро стану на паузу. Андрей тоже туда едет. Я ему так шутливо написал: займи мне место на паркинге на ночь. Ну, если там не займет, поеду я на свою дорожку, там буду стоять. Так что вот так. Но все очень много зависит именно вот от этих 3 ситуаций. Но главное, чтобы контейнер быстро. Вот это самое первое, чтобы взяли. Потому что я даже не знаю, как там Андрей. Мы тогда с ним грузились, я говорю, 3 часа. Ну как грузились? Ждали долго, когда начнут погрузку. Там, наверное, все-таки от рампы зависит. Если на сектор Д, то там достаточно быстро грузят. А если там на последний сектор, по-моему, Е, то там как-то было долго. И тогда тоже 2 часа у нас была загрузка, по-моему. Там, если до часу приезжаешь, то быстро загружают. После часа, вот в районе час-два, могут долго грузить. Ждать долго. Грузить-то там быстро грузят. Вот. А вот если после 4, там, да, в 4 приедешь, то вообще моментально.
А вот этот момент между часом и 3 можно встать. У меня погрузка на 2 часа. У Андрея, наверное, на час. Но я не знаю, как он уехал с этого самого спорта. Сразу уехал. Он мне не прислал информацию, что он уже на месте. А если не прислал информацию, что он уже на месте, значит, что это говорит? Что его еще не грузят. Но это я так шучу. Здесь до этого места 25 километров всего лишь. 500 meters. Turn left on River West. Да, место погрузки. Я говорю, мне надо еще на эту заехать, на заправку. Потому что как бы хватило бы туда, но я не знаю, меня один раз там с Лидла отправили, блин, аж в Германию я поехал напрямую. Может быть, так и получится опять. В Наус. В Неус. О, наверное, Андрюха едет. Да, точно, Андрюха едет. Что-то он долго ехал. Что-то он долго принимал контейнер. 12:28. Посмотрим, как мы быстро выйдем. Ну, я говорю, мне еще заправляться надо. Сейчас быстренько я буду побегу. Прямо бегом, блин, в эту самую, в офис, чтобы все быстро сделать, чтобы мне повезло. Но еще неизвестно, если у меня на 137 и 139, это будет вообще супер, я быстро все сделаю. А вот если опять 411, 419, тогда это долго может все длиться. Блин, как в прошлый раз я стою, блин, меня не выгружают, а эти, которые за контейнерами, бжик, меня обгоняют, становятся на загрузку. Ну, это, блин, ненормально. Этот не смотрит или что он, блин, что я жду. Так, никто не отъезжает. Там этот стоит. Ай, не будем ждать. Один раз ждал. Хотя это, по-моему, на наш похож. Все, приехали. Как я быстро не старался, все равно час заняло время моего приезда вот туда, к офису. И вот сейчас я выезжаю только. Медленно работаю, ребята. Сейчас, надеюсь, еще ворота открою. Нам сейчас надо на заправку. Иначе никак. Ну что, опять в левую? Рискнем? Может, откроет? Чайка на месте. Все в порядке. Последний раз я тут, блин, ей устроил. Ну не я, а это. Yes. Антер. Accept. Все. Билет мне не нужен. Вроде открыта чайка. Еще на яйцах. Еще на яичко. Высиживается. Все, погнали. Теперь на заправку. Мне кажется, по дороге это все было. Стал пропускать или что вот зачем здесь стоять? Проедь ты вот там и встань.
наступает в местечко, как обычно я делаю. Блин, я хотел остановиться, чтобы выключить двигатель, чтобы у меня опять этот самый повыскакивали все эти ошибки по проводам. Блин, как-то уже... Ладно, может, на светофоре остановлюсь. Надо выключить, включить, и все заработает. Так, до заправки на 8 километров. И 25 до этого. Да, это по ходу вождения. По пути, нам все это по пути. Погода как-то испортилась, давит на голову. Стареем. Или мы стареем, или погода стареет, портится. Хорошо, сейчас, по-моему, я попаду на красный свет. Можно будет выключить. Мне так кажется, по сути, должно быть. Да, красный свет. Там. Дальше мы не поедем. Сейчас мы выключим. А теперь включим. Поехали туда, потому что я уже на прошлой неделе столкнулся, что, оказывается, тут поезда ходят. Как неудивительно, да, ребята? Ходят поезда местного значения, конечно, не пассажирские. Так. Интересно, как там Андрюха, блин. Уже загрузился. А мне надо и AdBlue загрузить, и... Ну, в смысле, заправить. И топливо. Хотя AdBlue я могу не грузить, у меня половина бака. Посмотрим. Пробы вроде нету, хорошо. Чикс-чикс-чикс-чикс-чикс-чикс. Смотрите, никто не стоит, блин, да, на повороте. На паркинге. Прицевываю, контейнер хороший, блин, чистенький, уютный. Блин, контейнер, конечно, хорошо так вот взять и купить контейнер и поставить себе, блин, на деревне, блин. Как гараж, как, не знаю, как склад, что ли, блин. Ну нет, как гараж, конечно, это фиговато. Он, блин, нагревается, душный. Не, делают из них гаражи, и домики делают. Там сзади, блин, друг. Пропускай меня. Надо пропускать дядю Олега. Так, все. Да-да-да, все по плану, ребята, все по плану.
Ну и что ты мне показываешь по времени? 4:20 я могу ехать. Зашибись. Паузу, значит, отстояли. Перебежками. Надо, блин, проехал там на смене, чикс, выключил двигатель. Или на стульчик ставить сразу. Тогда пауза получается, что стоял паузу я. Да. Полтора километра. Надо будет Андрюхе написать, что я на заправку. I'm for fueling. Не буду писать сейчас. Только проеду. Поворот. Хотя они меня туда и ведут, на ту дорогу. Все по стандарту. Гертогенбох. Гертогенбох. На бреду. Смотрите так, как есть, на бреду. Еще 2 километра где-то примерно нам проехать. Два с половиной километра до заправки, да. Let's go together, all right. Юрка Кукур, вспомнил, пел. Так, ну нам не надо сейчас будет уходить вправо. Зачем? Нам надо по этой полосе и пилить. Going for fueling. Блин. Надо так разгоняться. 90. От радости. Тут дома какие-то частные, наверное. Кто-то жил. Чья-то семья жила. Выкупили, ломают. Чья-то судьба здесь. Вон справа этот паркинг стоит, это и есть заправка. Ну Перепроложить. что там? Пусто на моем месте. Зашибись. Ну, на нашей стороне, я имею в виду, не мое место. Где левый борт у нас и AdBlue, и дизель. В общем, AdBlue у нас надо сначала AdBlue залить, Перепроложить. потом дизель. Не надо, я знаю. Я на заправочку еду, так что не переживай. Все в порядке, все под контролем. Перепроложить. Все уже орут перепроложи. Зачем? Так, ну вот, приехали. Сейчас AdBlue сначала тыркнем. Все. Приближаемся, да? Ну что, посмотрим, стоит Андрюха, не стоит. Перезагрузился уже, не вижу я его. Наверное, уехал уже, блин.
останавливайся. Ладно. Не, Андрюха уже уехал. Не вижу я его. Значит, все. Загрузили. Да, походу загрузили Андрея. Если вот на этой Е, то там быстро. А если вот дальше, то там уже медленно, блин. Или проложить? А не надо, я уже приехал. Так сказать. Пойдем туда, сейчас направо заполнять declaration о прибытии. Что, ребята, девочки и мальчики, я уже приехал. Это я. Поехали обратно. Все, приехали, пойдем оформляться. Закончили мы погрузочку. Поехали на выезд. Теперь мы едем 120 километров нам, но это до точки погрузки, выгрузки вернее. А нам туда не надо, нам надо куда-нибудь, где-нибудь рядом. Может там, где Андрей стоит, а может быть на следующий паркинг. Но в любом случае у нас есть, блин, точка на дороге. Помните, я искал? Так я ее запомнил, эту точечку. Как бы так. Так, надо проехать, пока никого нет. Такой странный перекресток, но эти главное, Next on West Way. повернуть невозможно. Так что, все в порядке. 5 часов я закончу смену сегодняшнюю, ребята. Если все будет... Ну, это там, даже может быть раньше. Может там, где Андрюха стоит, есть что-нибудь? В 5 часов должно быть, в принципе, места. Должны быть. Рядом с Андрюхой стартанем в 6, там в 7:30 открывается, правда. Вся эта фигня, я помню, блин. И там столпотворение тогда, блин. Надо дальше ставить машину. А если обратно поставишь дальше, а тебя грузить будут на этой рампе. Хорошо бы туда, на дальнюю рампу. Но я так посмотрел, груз такой солидный, блин. Надо замок ставить бронированный. 2, 3. Ну, я так шучу. Ну, в смысле, не брикеты какие-то там, которые были только что до этого. Ну и вот здесь, кстати, вот
В этом случае я не пишу МРН, не ставлю пломбу. Хотя я могу поставить пломбу. Так, для себя. А что такое? Почему ты, блин, не заезжаешься? Что я не могу въехать? Что-то с контактом, что ли? Не хочет заряжаться у меня тут этот самый. Осталось? Что осталось? Так заряжайся, если осталось. Что она так тормозит? Включается. Что, прикол? Не понял. Ладно. Надо, кстати, чтобы у меня здесь стояла зарядка. Ну ладно, левый стоит. Я не знаю, что там с правым, почему он перестал заряжаться. Может, что-то. Там отошел контакт прикуривателя этого белого. Ну ладно, все. Едем. Фу. Контейнер, блин, подбил со всей силы всю эту фигню, блин, держателя. Ну как-то, блин, включается зарядка. На маленький. То включается, то включается. Что, мощи не хватает или что? Turn right on Freedom 27. Ничего не понял. Здесь у нас 70. Я разогнался, блин, так нехило тогда. Кого-то здесь понесло. Видно, по траве фигачил. Может, зимой еще? Что я таких следов не видел раньше на траве. Сколько я уже здесь езжу. Надо будет с Андрюхой связаться, спросить, что у него там по паркингу. Ну вот, быстренько. Вот на этой Е я заметил, сколько я вот гружусь, очень быстро загружают. Хотя не, один раз что-то они там затормозили. У нас там 3 машины стояло, а я тут час один. Может, поэтому так и хорошо сделали. Что-то мне не нравится. Turn right on Freedom 27. Зарядка как-то работает странно. Прикуриватель. У меня хороший прикуриватель есть, но он почему-то здесь не отрабатывает. У него типа маленькая это самое момент, который вставляется в прикуриватель. Гнездо, в смысле, в этом. Turn right on Freedom 27. Леха, легковой-то, что вы так долго поворачиваете? Что, блин, я понимаю, фура там так поворачивать будет, которая пошла. Ну, легковые, или вы что там, двигатель выключили, блин, в ожидании поворота фуры? Что как-то картошки поел с купатами, что-то мне когда... Правда, картошку не на масле жарил, на маргарине вчера. Вроде нормально было. Может, потому что набросался, знаете, как голодный, чтобы быстрее. В этом в порту. Интересно, когда Андрей встал, а он заправлялся, не заправлялся. Ну, по-любому он раньше меня выехал. Час назад я приехал, а его уже не было. То есть он где-то точно минимум на час меня опережает. Минимум. Ну ладно.
дальше. In 350 meters, Перепроложить. lane changes for 2. Андрюха. О, Андрюха стоит здесь, 16:43. Так, ребята, на своем месте, где мы с Андрюхой стояли, вот там бензоколонка. Так что все очень хорошо, не бензоколонка. Там можно помыться утром, лицо всполоснуть. То есть все 5-10. Записываем. А где сам Андрюха? В туалет пошел? Что-то его не видно. Блин. Спит уже, что ли? 16:43. Так. Что у нас по этому самому? — 16:43. По этой, по работе 5:48 вождения. 5:48 вождения. 10:53 рабочего. 11 часов. Можем стоять смело. 5:27. 2:29. 2:3:0. Проехали мы, значит, 230 плюс 150. 384 километра. Блин, сколько же отдыхать буду, ребята, знаете? Тут осталось доехать 19 километров, к 7 надо туда приехать. Вот, значит, в 6, 6:30 выехать. 6:30 выехать, 12, 13,5 часов. Вот, и что еще? Дальше мы едем на Баварию обратно. Сейчас я даже скажу, сколько по километражу на Баварию. Завтра вот выгружаемся, едем на Баварию. Сейчас. Планировщик маршрута. Ну, там, где вот мы грузились в последнее время. 2 раза подряд. Так, какой там был адрес? О, Дестатер 1, по-моему. Если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрю. Планинг. Ну, что ты не открываешься? Что, завис интернет, что ли, здесь? О! Дестатер. Почему-то 5. Ну ладно. Дестатер 5. Дестатер 1 вообще. Ну ладно. 5, наверное, будет загрузка там. И там завтра у меня в 10 часов погрузка. Пипец. Это, блин, 60 километров надо проехать. Но буду носиться за Андреем. Будем кататься. Видите, я долго застрял на этой самой. Еще плюс у меня фьюлинг был. Поэтому как бы отстала от Андрюхи. Ну, а так все в порядке, ребята.
День прошел, как говорит, слава богу, не убили. Так в армии говорили. Ну, сейчас буду ужинать, займусь видосом, буду ужинать. А, замок надо повесить. Ну все, друзья мои, пока. Как обычно, да? Берегите себя, своих родных и близких. И все будет чики-пуки. Да, и, кстати, оттуда я потащу этот контейнер обратно в порт. Итак, будем считать. 2. А я буду здесь писать. 2 контейнера сегодня взяли. 2. Все. Удачи. Пока.